Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. В этом выпуске Максим Траньков, Нина Мозер, Татьяна Тарасова, Александр Жулин, Илья Авербух, Ирина Слуцкая прокомментировали решение российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова готовиться к Олимпийским играм в группе Этери Тутберидзе. Олимпийская чемпионка Алина Загитова подвела итоги года, а также вызвала бурю эмоций новыми фотографиями. Ее сравнили с голливудской звездой Моникой Белуччи. Евгения Медведева рассказала о своем отношении к съемкам в мужских журналах «Максим» и «Плейбой» и женским дракам, а также призналась, что влюблена в известного актера. Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Максим Траньков рассказал, почему Евгения Тарасова и Владимир Морозов решили заниматься у тренерского штаба Этери Тутберидзе. Ранее стало известно, что Тарасова и Морозов будут готовиться к следующему сезону под руководством Транькова и тренеров группы Тутберидзе. К их подготовке подключится тренерский штаб Этери Георгиевны в лице Сергея Дудакова и Даниила Глейхингауза. Ребятам был нужен штаб, а сейчас в команде Тутберидзе собраны лучшие тренеры. Поэтому Тарасова и Морозов обратились с такой просьбой к ним. Нужно понимать, что Евгений и Владимир уже не юниоры, они сами принимают решения. Вся система подготовки и тренировочный процесс пока находятся на стадии обсуждения, рассказал Траньков. Призеры чемпионатов мира и Европы в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов под руководством Этери Тутберидзе и Максима Транькова должны осуществить свою мечту на Олимпийских играх, заявила экс-тренер фигуристов Нина Мозер. Володя был в нашей школе с 2007 года. Это 14 лет. Женя каталась в группе с 2010. У них много побед, много регалий. Я хочу, чтобы у них все получилось на Олимпийских играх. Это их цель, это их мечта. Мечта, которая должна осуществиться. Новые специалисты в содружестве с Максимом Траньковым помогут им в этом. Я верю, что все реально. Я желаю ребятам удачи и пусть их мечты исполнятся. В целом, все зависит только от них, заявила Мозер. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, что серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, в олимпийском сезоне будут готовиться под руководством как Максима Транькова, так и Этери Тутберидзе. Я же вам говорила, если Этери Георгиевна решила работать с парами, она будет работать с парами. То, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов в олимпийском сезоне будут готовиться под руководством Этери Тутберидзе и Максима Транькова, это прекрасно, лучше не придумаешь. Интересно будет последить за таким тренерским тандемом. Считаю, что это будет очень хорошая команда, сказала Тарасова. Двукратный олимпийский призер в танцах на льду, а ныне тренер Александр Жулин в беседе прокомментировал новость о том, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, в олимпийском сезоне будут готовиться и стартовать под руководством тренеров Этери Тутберидзе и Максима Транькова. Я думаю, что если ребята хотят претендовать на медали, то это абсолютно верное решение. У Этери Георгиевны уже сложился определенный имидж мага и волшебника в нашем фигурном катании. Я считаю, что после результатов, показанных Тарасовой и Морозовым в этом сезоне, это для них правильный шаг, сказал Жулин. Илья Авербух прокомментировал новость о том, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, в олимпийском сезоне будут готовиться и стартовать под руководством тренеров Этери Тутберидзе и Максима Транькова. В первую очередь, я хочу пожелать ребятам удачи, это все может им помочь. По большому счету ничего не меняется, главным тренером остается Максим Траньков, который уже 2 года работает с парами. Ребята будут работать в России, они знают Этери Тутберидзе. Я уверен, что это добавит им стабильности в выступлениях и пойдет на пользу, потому что сотрудничество с Зуевой не дало ребятам большого прогресса, сказал Авербух. Ирина Слуцкая прокомментировала решение российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова готовиться к Олимпийским играм в группе Этери Тутберидзе. Не опасно ли за год до Олимпийских игр менять тренера? Каждый спортсмен делает выбор, и если принято такое решение, то Тарасова-Морозов, уже состоявшиеся профессиональные спортсмены,
поэтому, наверное, им не будет настолько сложно, насколько может быть молодому и неопытному спортсмену. Здесь, наверное, ничего не может сыграть против них. По-хорошему никто ничем не рискует. Это рабочий процесс, где люди пробуют что-то новое, меняют тренеров, программы, костюмы. Многие профессиональные тренеры работают в связке. Мы знаем, что команда у Этери Георгиевны очень сильная, и для нее воспитать пару будет тоже интересно. Для нее это новый опыт, новый вызов. Но повторюсь, что мы говорим о людях, что о тренере, что о спортсменах мегапрофессиональных. Тарасова-Морозов уже имеют очень много званий, и они не начинают с нуля, так же, как и тренеры. Это не просто молодой тренер, который вчера начал тренировать. Здесь колоссальный опыт воспитания чемпионов мира и Олимпийских игр. Поэтому их сотрудничество даст хороший результат, сообщила Слуцкая. Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова подвела итоги тура ледового шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». В своем инстаграме Загитова выложила видео с подборкой кадров со своим участием, а также поделилась впечатлениями от участия в шоу. По словам фигуристки, это было потрясающее время. Мы побывали в разных городах России и финишировали в солнечном Ташкенте. Спасибо всем болельщикам во всех городах за теплый прием и ваши аплодисменты, написала Загитова, добавив, что фигуристы очень рады были выступать для болельщиков, дарить хорошее настроение, радовать программами, вдохновлять и удивлять. Спасибо всем и каждому, кто пришел к нам в гости или смотрел шоу по ТВ или YouTube. Мы особенно рады, что тур состоялся после длительного периода вируса. До новых встреч, и будьте здоровы, написала Загитова. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вызвала бурю эмоций у своих подписчиков в инстаграме новыми фотографиями. 18-летняя спортсменка выложила несколько модных образов. Восхищенные пользователи социальной сети засыпали Алину комплиментами, а кто-то даже сравнил ее с голливудской звездой Моникой Белуччи. Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своем отношении к съемкам в мужских журналах и женским дракам, а также призналась, что влюблена в известного актера. «Ты когда-нибудь дралась в своей жизни? Обычно женские драки – самые жестокие. Слава богу, это как-то обошло меня стороной, волосы у меня все на месте. У тебя был какой-нибудь краш из спортсменов или актеров, в кого ты была влюблена?» Из актеров, конечно же, я обожаю сериал «Флэш» и главного героя Гранта Гастина. Какое сейчас к нему отношение? Все так же, ничего не изменилось. Как относишься к съемкам в мужских журналах, Максим, Playboy? Думаю, что на меня это не похоже, это немножко не в моем стиле, но я это не осуждаю.